Здравствуйте, друзья! Как стирают следы подлинной истории? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Казак Яицкой. Подлинная история мира уничтожается постоянно, с тех пор, как власть на Земле захватили паразиты. Наше прошлое настолько удивительно, что библейские сказки на его фоне выглядят очень смешно и нелепо. Открытие правдивого прошлого очень затруднит паразитам оболванивать население нашей планеты и использовать в своих целях. Как зачищают следы подлинной истории мира? Во Владимирской области нашли храм XII века итальянской постройки. Откопали, а потом закопали. Впервые я услышал эту новость, когда находился за рулем. От смеха чуть на встречную полосу движения не выехал. Ученые из Института археологии Российской академии наук нашли в Боголюбово, Владимирская область, романский портал храма XII века. Вероятно, он был построен итальянскими зодчими, которых пригласил князь Андрей Боголюбский. О находке сообщается в официальном пресс-релизе института, поступившем в редакцию. Найденный портал, главный вход в здание, является частью храма, разрушенного в 1722 году. Позже на его месте был возведен храм Рождества Богородицы в Боголюбове, сохранившийся до сих пор. Открытие совершила группа археологов под руководством член-корреспондента РАН Владимира Седова. Боголюбово основал в 1158 году князь Андрей Боголюбский как свою личную резиденцию. По мнению археологов, для постройки храмов и своего замка князь попросил императора Фридриха Барбароссу прислать ему зодчих из Италии. Об этом говорит характерный стиль постройки и резьбы, которой украшен портал. Подобных построек нет не только в России, но и в Западной Европе. Есть пара соборов в Северной Италии, у которых, похоже, даже не архитектура, а некоторые детали. В целом ничего подобного нет, отметил Седов. Несмотря на важность находки, портал придется засыпать, по крайней мере до тех пор, пока не будет продуман вопрос сохранности ценного архитектурного памятника, его нельзя открывать для публичного просмотра. Сразу вспомнилось недоумение одной моей родственницы, которая поведала о том, как смотрела научно-популярный фильм про то, как археологи откопали где-то неизвестные науке руины. По ходу фильма один авторитетный ученый сменял другого, и все вместе они рассказывали об открытии буквально все. И во что одевались жители, и на каком языке они говорили. Прозвучали имена императоров, философов, астрономов, поэтов и полководцев, причем с датами и массой деталей. Словно один из научных братьев сам был жителем этого города и дожил до наших дней. И вот вопрос: если открытие было совершенно случайно, и ничего кроме обломков строений и засыпанных песком фундаментов обнаружено не было, то откуда в таких подробностях стали известны все исторические факты? Тут же возникает второй вопрос. А что было бы, если бы эти руины так никогда и не были бы открыты? Узнали бы мы о всех этих славных императорах, поэтах и полководцах. Наглость историков не знает пределов. Мало того, что они, походя, выдумали историю возникновения того, что откопали, но тут же не преминули возможностью обгадить прошлое наших предков. Как же люто нужно ненавидеть все русское, чтобы приплести к происхождению найденного шедевра какого-то мифического Барбароссу и итальянских зодчих. Ну какие итальянские зодчие могли быть в то время? Дмитриевский собор города Владимира, иногда в литературе можно встретить наименование Дмитровский. Придворный собор, возведенный Всеволодом Большое Гнездо на княжеском дворе и оснащенный в честь великомученика Дмитрия Солунского. Канонический пример крестово-купольного белокаменного храма Владимира Суздальской архитектурной школы.
знаменит своей белокаменной резьбой. В XII веке Владимир был мегаполисом по тем меркам, и мастерство русских зодчих считалось непревзойденным. Именно о городах Золотого кольца говорили с придыханием в Европе. Гордарика, страна городов, итальянцев и в помине не было. Это в XVI веке фрязины, которые после стали называться итальянцами, работали гастарбайтерами на строительстве Московского Кремля. А теперь кто-то хочет все перевернуть с ног на голову. Георгиевский собор, белокаменный собор, расположенный на территории древнего Детинца в городе Юрьев-Польском Владимирской области. Сооружен в 1230-1234 годах князем Святославом Всеволодовичем. Почему же эти итальянские зодчие у себя-то ничего подобного не построили? Успенский собор во Владимире – выдающийся памятник белокаменного зодчества. Сами в то время жили на руинах допотопных сооружений, которые запечатлел Пиранези на множестве своих картин, и ездили в Россию подзаработать на стройке, чтобы прокормить свои семьи. А теперь наши же ученые говорят, что это великие итальянцы построили Владимир, Суздаль, Переславль, Иванов, Ярославль, Ростов и Загорск. Рисунки и гравюры Джованни Баттиста Пиранези, 1720-1778 года. Замечу, это происходит в наши дни, когда дураков уже мало. Что же говорить о тех временах, когда не было никаких источников информации, кроме церкви, и толпы проходимцев, назвавших себя учеными, которые за 3 серебряные монеты могли совершить любое открытие. Но самое печальное, что закрытий было несоизмеримо больше, чем открытий, и совершать их было проще пареной репы. Прошлым летом ездил в Суздаль. Вот одна из фотографий, что я заснял. Успенский собор во Владимире – выдающийся памятник белокаменного зодчества. Ничего не напоминает? А так? Итальянцы, говорите, господа историки. Если изучать архитектуру храмов, можно увидеть следующее. Хорошо видно, что большая часть резного камня Успенского собора сбита при помощи зубила и молотка. Видно, где работали зубилом и молотком, там поверхность шероховатая. Там, где не было рисунка, поверхность осталась гладкой. Меньше пострадал Дмитриевский собор, но следы зубила и молотка тоже видны. Сохранить свой первозданный вид удалось только одному Георгиевскому собору. Из-за того, что город Юрьев-Польский не являлся центром, и этот собор спрятан за чередой храмов более поздней постройки, находящихся на пути к нему. Узоры на соборах очень напоминают узоры русской народной резьбы по дереву. Зачем итальянцы нанесли их на христианские храмы? И если все это создали итальянцы, то зачем уничтожать? Все еще верить в итальянцев и в то, что наши предки не могли создать прекрасное? Автор Казак Яицкой. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.